Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, коридор затмений. Период с 14 по 28 октября солнечного полунное затмение. Первое затмение происходит как раз в вашем знаке, мои дорогие весы, и для вас это очень актуально. Будет какая-то тема, вопрос, который, возможно, где-то вас беспокоил или уже сложился загодя. Может быть, это произошло в начале года или, скорее, где-то весна, апрель месяц. И постепенно эта тема как-то развивалась. Может быть, обрастала новостями или события по ней тоже шли своим чередом. Так или иначе, как будто сложилась какая-то картина или обстоятельства, когда мы перед каким-то выбором можем оказаться или нужно подвести итог. И в октябре 2023 года, в период между затмениями, мы словно будем находиться между узлом прошлого и узлом будущего. Вселенная учит нас жить по своим, нашим правилам, и мы не должны бояться своих желаний. Это будет очень важно именно для вас, потому что вы великие дипломаты, вы скорее согласитесь где-то соблюдать нейтралитет, где-то свою позицию, может быть, так немножко подвинуть назад, лишь бы, какая-то царила гармония, умеренность во всем. А здесь вот нет. Здесь все же мы себя ставим на первое место. А лунное затмение происходит в знаке Телец. И это высвечивает две сферы жизни. Сфера отношений, причем как и личная жизнь, так и отношения в социуме, в обществе, с коллегами, с родственниками, да со всеми абсолютно. Любая может быть ситуация. И если мы говорим по Тельцу, это вопросы благополучия и финансы. Вот, может быть, все вместе как бы в одном узле переплелось. Может быть, придется признать, что чувства кому-то прошли. Или со стороны партнера было какое-то деструктивное поведение, и захочется просто отойти от тяжелого бремени, груза, как и по финансам, легкости какой-то финансовой, достатка хочется. И с другой стороны, одновременно понимание, взаимопонимание. И вот такие побудительные, серьезные мотивы, то, что, по сути, это определяет наше качество жизни, как и отношения, так и финансы. Для кого-то из вас может захотеться построить отдельно какую-то историю своей жизни. И основным вопросом может быть, как быть дальше. Либо мы как-то улучшаем, пересматриваем наши отношения, работаем над ними, или мы признаем, что кризис – это финальная точка. То же самое где-то и по финансам для вас может проиграться. Но вот подобный период может быть как проверка на прочность. Но это в целом. Давайте мы все же узнаем, что для вас. Вот карты не всегда, кстати, таро-прогнозы совпадают с теми, которые у нас идут по планетарным событиям. Я приготовила уже колоду. И давайте мы первую карту достанем. Она будет символизировать энергии как раз солнечного затмения для вас. Вот здесь мы ее положим. И лунное затмение. Достанем карту. И третья будет как связующее звено. Или что будет важно в этот период. Или может быть как в центре внимания. Мы достанем еще одну карту. Назовем ее неожиданности, которые могут быть. Следующее у нас будет отношения. На этой оси затмения или между ними. Что у нас будет по финансам? Давайте достанем, что будет помогать. Или что для нас будет складываться в плюс. Может быть, на что-то нужно обратить внимание. Достанем итоговую карту. Это будет либо что делать дальше, да, или как быть. Или назовем совет от карт. Итак, солнечное затмение. Что для вас? Действительно будут проигрываться как вопросы и взаимоотношений, может быть, с коллегами, может быть, это и по семье или по личной жизни. Значит, в личной жизни тоже какая-то финансовая составляющая, ее в угол не задвинешь. Я зарабатываю деньги или кто-то зарабатывает деньги, в каком они количестве эти деньги, как я могу себя реализовать, к примеру, исходя из каких-то домашних обязанностей, из моей занятости, из графика работы, тут все будет важно. Для кого-то из вас это встанет вопросы самодостаточности в плане «у меня есть какие-то свои мечты».
Или есть честолюбивые амбиции в хорошем смысле, и я хочу именно их реализовать в жизни. Одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. У кого-то это может быть из вас связано с какой-то стажировкой, отчасти прохождения курсов или обучением, обретением новых навыков. Вы можете решить по поводу работы, или если вы недавно к чему-то, правда, приступили, может быть, и с весны, может быть, и попозже. Вот, может быть, весной только или в начале года какая-то идея сама по себе о смене работы зародилась, а здесь вы как будто ее начали продвигать за предыдущий период, и уже к какому-то вы приходите статусу на октябрь месяц и видите свои перспективы. Это именно карта перспективы больше, как будто профессионал, который показан на карте, кует буквально пентакли. И он увеличивает как свой доход, так и одновременно профессионализм. Вот может проиграться как какая-то учеба или переключение на другую сферу жизни. Любые вопросы, касаемые денег, работы, вашего самовыражения, вашей самодостаточности по солнечному затмению в вашем знаке. Помните, наверное, это не тот период, когда дипломатия должна сработать для вас в минус. Или мы должны согласиться с тем, с чем мы, в своей душе какие-то противоречия испытываем. Вот как раз дипломатию, если подобные ситуации складываются, это нужно преподать, использовать эту дипломатию для того, чтобы быть правильно понятым. Или уметь установить какой-то баланс, может быть, с людьми необходимыми, нужными, но для того, чтобы и ваше было какое-то продвижение, может быть, и контакт с человеком. Давайте мы посмотрим, что у нас по лунному затмению. Деньги, конкретно деньги, правда, по тельцу. Денежная тема для вас будет наиболее активно проигрываться, хотя по тузу Пентакли это карта шанса часто, и недаром у нас Пентакль похож на колесо фортуны. Тут какая-то удача может быть, как известие, которое перед вами какие-то новые возможности открывает. Хотя иногда по этой карте к нам приходит известие, которого мы не ожидали. Сама по себе какая-то новость, информация. И нам приходится перестраиваться, как будто поменять свой график, поменять, может быть, наши планы, что-то скорректировать. И так тоже для вас может быть. Давайте то, что у нас между. Здорово. И снова Пентакли. Нечего добавить. Хотя двойка Пентаклей нам говорят не что так непостоянно, как перемены. Вам будет интересно жить, потому что много событий. Может быть, какие-то новые предложения. И по двойке Пентаклей это когда мы пробуем себя в новом деле, у нас получается лучше, чем у экспертов или у профессионала. Это то время, когда мы можем полезные связи какие-то завести, когда мы можем договориться с людьми. Есть по этой карте вот та самая как бы отголосок дипломатии, двойка, да, дуальность какая-то, когда мы не делаем как громких обещаний и, кстати, не даем никому слова, что вы будете в чем-то участвовать. Нам говорят, проживи вот этот период одним днем. И люди, которые вам тоже что-то обещают, не верьте, у людей что-то поменяется, и они изменят планы, может быть, в отношении вас. То есть здесь нужно быть на своей волне от начала до конца. И вот все карты об этом говорят. Но большой плюс, что мы легки на подъем. Это карта, когда у нас достаточно вдохновения. Это тот период, когда деньги будут, но деньги мы не тратим. Это тот период, когда, начав какое-то дело с нуля, или пусть это что-то из области рационального. Вот я повторяюсь где-то, мы можем, попробовав себя, увидеть свои новые какие-то возможности. По этой карте это может быть, знаете, как задуманный переезд, может быть, в связи с работой, с релокацией офиса, или вам будет предложена работа где-то в отдалении, или по этой карте мы можем начать заниматься торговлей, или по этой карте мы будем развивать какое-то ремесло свое. Мы можем развивать прекрасно свое творчество, хобби и его монетизировать. Давайте мы посмотрим. Неожиданность. Тут не просто заработать деньги, тут изменить статус. У кого-то это может проиграться, смена статуса через личную жизнь. И у каждого здесь по-своему. Вот как я рассказывала до того, как мы карты выложили. Карта императрицы выпадает. Но чаще это со знаком плюс, потому что это полный баланс по всем сферам жизни. Может быть, через работу, как получение должности. Может быть,
с вашим партнером, если была какая-то дружба длительная, как будто вам могут сделать предложение, или вы, мои дорогие весы, кому-то будете делать предложение, но тогда вы словно так через призму полезности будете тоже оценивать человека и надежности. Тут нет места разговорам, тут есть какая-то конкретика. Для кого-то из вас это получение новой должности, которая вас наделяет какой-то властью. В неожиданностях вы можете столкнуться с человеком, или для кого-то это будет знакомство. Вполне вероятно. С учетом в вашем знаке солнечного затмения. Какие-то серьезные процессы в жизни словно будет запускать Вселенная для того, чтобы у вас сложилось что-то кардинально другое, хорошее. То, что обновляет наше собственное «я», наши планы. И когда мы с большим оптимизмом смотрим вперед, в будущее, мы понимаем, что меня теперь уже ничто не пугает, меня ничто не застанет врасплох. Я готов или готова к тому, что да, даже если будут какие-то неожиданности, я знаю, что я справлюсь. Очень сильная позиция в неожиданностях у вас приходит. Для кого-то может это означать знакомство, может быть, и как протеже по карьерной лестнице. Вполне вероятно, и такие тоже возможны события. Давайте мы посмотрим отношения. Ну, по карте Луна это у нас тысяча каких-то неопределенностей. Или если вот, мои дорогие весы, вы люди семейные. По карте Луна как раз проигрывается тепло домашнего очага, где-то интуиция, релакс, все то, что нам нравится, спокойствие, да, вот в значении «мой дом, моя крепость». Мы как раз приходим отдыхать, и у нас тогда там будет где-то баланс. По крайней мере, по карте Луна в отношении людей семейных чаще всего проигрывается со знаком плюс. Но у кого-то из вас может проиграться, если отношения уже до этого времени, ну, как-то не складывались. Пусть вы в паре, но взаимопонимание утрачено. И здесь я не могу сказать, что за период октября вы с чем-то разберетесь. Много, видимо, каких-то составляющих, когда не время принимать важные решения. По этой карте вообще, если мы говорим на отношения, знаете, вы как будто можете не знать какой-то правды или не видеть еще всех обстоятельств дела. Особенно если вы в отношениях, вот черная кошка, как мы говорим, уже пробежала, уже был какой-то период или сложилась какая-то ситуация, когда, ну, эти отношения, предположим, остались де юре, а де факто уже нет ничего, то по карте Луна мы все равно как будто не должны торопиться. Нам старший аркан, у вас два старших аркана, посмотрите, императрица и Луна. Нам как будто говорят, подожди, с течением времени, может быть, днями раньше, днями позже, ситуация развивается таким образом, что то, что было скрыто, для вас будет явно. Поэтому где-то не торопимся и слушаем свою интуицию. Финансы. По финансам это у нас принц мечей. И вы в этой колоде, это называется бунтарь без причины. Мы можем столкнуться с людьми, которые нам пытаются что-то доказать, с нами спорить. Может быть, сложится такая ситуация у вас по работе, связанная с получением новой должности, когда не все будут за. И вы знаете, самое главное, что нам говорит карта. Если нам нужно найти какую-то информацию, предположим, юридическую, или как оформить что-то по закону, или как согласовать тот или иной вопрос, может быть финансовый или с финансовым каким-то подсмыслом в высоких инстанциях, да, или вот соглашения, контракты, документы оформляем, то тогда мы ищем эту информацию, мы ее находим. Если во всех остальных случаях, когда есть какая-то дискуссия, спор по финансам, по деньгам или какое-то противостояние, мы занимаем позицию стороннего наблюдателя. И третий момент. Я только что сказала про Луну, что пройдет время, и как будто тайна станет явным. И как раз по принцу мечей, по финансам, мы можем случайно узнать тайну. Мы не собирались что-то как будто нарочно выпытывать даже, может быть, а кто-то проболтался. Поэтому вот такие неслучайные случайности могут вас подводить к какому-то итогу или сделать какой-либо вывод по части денег, денежной, может быть, или с финансовым подсмыслом ситуации, может быть, касающейся недвижимости, у кого-то так может быть, или еще каких-то личных отношений, если мы говорим, у нас как будто перемешаны
может быть, да, и личные отношения, и вопросы денег. И здесь, правда, случайно мы узнаем, может быть, какую-то информацию, и вполне вероятно мы поменяем как-то ракурс направления своего собственного или какую-то ситуацию увидев с другой словно стороны. Мы можем изменить или скорректировать свои действия. Но вопрос, который, допустим, вызывает спор, мы как будто не поддерживаем эту дискуссию. Мы вот эту самую дистанцию этого спора мы не увеличиваем, противостояние не увеличиваем, не доказываем никому ничего, и нам это помогает. Давайте мы посмотрим, что будет помогать в принципе. И у вас выпадает старший аркан отшельник. В принципе, ничто нам не мешает, и никто нам тоже не мешает. Мы можем вполне осуществить свои планы, но надеемся мы сами на себя. Отшельник – это у нас мудрец-философ, и я могу сказать, помогает ваша, видимо, вдумчивость, умение анализировать, ваш интеллект помогает, ваше внимание к деталям помогает, умение со всеми договориться вам будет помогать. К вам могут обращаться, чтобы словно распутать какой-то гордиев узел или за ценным советом. Но тем обещаниям, еще одна карта, которая нам говорит, не верь, если тебе что-то на долгосрочный период обещают. Будь все-таки прозорливым и внимательным, надейся на себя, потому что отшельник у нас идет в одиночку. И это сильная позиция, потому что он готов где-то к неожиданностям. И что нам помогает? Слушаем интуицию. Поэтому если даже ваши подсказки шестого чувства выглядят как-то иррационально, не гоните от себя эти мысли. Явно мысль пришла не случайно. Есть, попробуйте просчитать, может быть, на пару шагов вперед. И вполне вероятно, вы увидите новые варианты решения проблемы, или новые варианты взаимодействия, сотрудничества, или как правильно поступить в той или иной ситуации. Давайте это все, что нам помогает. Итог. Прообраз Юдифию. Правда, мы с чем-то тут можем разобраться, словно отрезать, как-то Юдифь. Это может касаться в отношениях, или, по крайней мере, будет желание. Но если мы итог говорим, да, итоговая карта, тут какая-то ситуация может проиграться, не будет как прежде. И даже если вы не делаете громких заявлений, или вы не выносите вердиктов, или вы ни с кем не разрываете отношения, это внутреннее какое-то ваше состояние души, понимание, интеллекта, что сколько веревочка не вейся, конец будет. Или я, если сейчас не могу что-то осуществить, у нас карта Луна выпадает, значит, я дождусь более удобного периода. Или я действительно подожду, пока разовьются события до определенной стадии, точки, пункта, этапа, ну, как угодно назовите. Ведь Юдифь, она не спешила ни в своих решениях, ни в своих действиях. И еще один момент. Мы о своих планах, любых, никому ничего не говорим. Молчание, хладнокровие, интеллект и холодный расчет. Это можно расценивать по этой карте как совет. Вообще где-то по энергиям то, что я говорила, что нам помогает, и нам выпала карта отшельника. Большой потенциал у вас, мои дорогие весы, но именно с позиции той, когда вы смотрите не вглубь себя, не по сторонам, а именно смотрите как будто на свои желания, на свои цели с позиции, что я могу осуществить. И поэтому нет как глубокой философии, нет ненужных сомнений, нет ненужных иллюзий. Тогда мы четко видим, что есть по факту. И тогда нет и ожидания, которое часто нам не в плюс играет, потому что мы теряем время. А вот такой рационализм и холодный расчет, чтобы решить какие-то прежние, может быть, вопросы. И самое главное, какой-то старт, трамплин в будущее, мои дорогие весы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.